Украина не собирается сдавать свои территории. Фицо жалуется на Лукойл, а Израиль говорит о ликвидации главаря Хамас. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Российские войска продвигаются в Донецкой области и занимают населенный пункт Прогресс. Хоть какой-то прогресс теперь будет у россиян. Там имеется несколько господствующих высот, которые контролируют трассы и возможность передвижения войск. Польская прокуратура расследует преступления против российских и белорусских оппозиционеров. За последнее время количество угроз увеличилось. Ситуация с энергоснабжением в южных российских областях и на оккупированных территориях плачевная. Люди обращаются к Путину. Обращаемся к вам, как к гаранту наших конституционных прав. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это очень важно, так же, как и кнопочка «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали. Украина не собирается сдавать свои территории, говорит президент страны на фоне участившихся сообщений о том, что Украина вроде как стремится к заморозке боевых действий, а Россия вовсю просит о переговорах. Для нас програш – це програти свою країну. Тобто це у всіх по-різному. Хтось каже, так а що важливіше для вас, територія або люди? Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі. Але це не значить, що можна подарувати їм 30% нашої землі. По-перше, це наша земля. По-друге, а хто вам сказав, що вони не підуть далі? Вони йшли далі. Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче просто нас зруйнувати? Він хоче. Він просто хоче знову повернення Радянського Союзу. Тут стоит заметить, что президент Украины в прошлых интервью на этой неделе говорил, что горячая фаза войны может закончиться уже в текущем году. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который вернулся к работе после покушения, жалуется на санкции Украины против российского Лукойла. Причем жалуется он в разговоре с украинским коллегой. Говорит, эту нефть использовал нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», входящий в группу МОЛ. А теперь с этим проблема, он получит на 40% меньше нефти. А санкции вообще не действуют, а только вредят странам ЕС, а не России. Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, а решение украинского президента будет иметь влияние не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Словнафт в Украину, а они составляют почти 10-ю часть всего украинского потребления. Украина практически остановила транспортировку российской нефти. Об этом официально заявляло на уходящей неделе Министерство экономики Словакии. Чтобы прояснить ситуацию, мы поговорили с экспертом. Украина делала заявление, что в связи с санкциями против Лукойла прокачка нефти в Венгрию точно будет остановлена. Про Словакию заявлений не было, но, скорее всего, если это лукойловская нефть, она также не будет идти в Словакию. Тут надо понимать ситуацию, что любые санкции, они вредят двум сторонам. Очень сложно найти санкцию, которая негативно повлияет на одну сторону и не будет влиять либо позитивно на другую. Обе страдают. Поэтому, когда страны идут на санкции, они, по сути, тем самым делают для себя психологический выбор, что мы идем на жертвы, но мы понимаем, что мы даем понять стране, которая подрывает мироустройство, что ее действия неправильны. Почему санкции против России? Потому что Россия подрывает мироустройство. Вот это желание зарабатывать на российских ресурсах, оно присутствует, кстати, не только в Венгрии и Словакии, они присутствуют и в других странах Европы. Газопровод из Украины в Европу до конца 2024 года будет функционировать. Хотя у Украины, допустим, много вопросов касаемо того, не создает ли это нам дополнительные риски. Российские войска оккупировали населенный пункт «Прогресс» в Донецкой области. Об этом пишет исследовательская группа Deep State в своем отчете. Россияне штурмовали это село 2 суток. Также аналитики пишут, что оккупанты продвинулись в Красногоровке, Песчаном, возле Лозоватского, Новоалександровки, Прогресса и Андреевки.
Эту информацию подтверждает украинский Генштаб, отмечая сосредоточение российских сил на Покровском направлении. Дальнейшее продвижение российской армии может развиваться в двух направлениях. Это перерезание или взятие под контроль трассы Покровск-Константиновка. Кроме того, западнее Воздвиженки существует высота 229. Вторая цель – это движение по хребту, по которому идет железная дорога, с последующим выходом к высоте 224,8 и Новогродовке. Там имеется несколько господствующих высот, которые контролируют трассы и возможность передвижения войск. Там железная дорога проходит по хребту, и в данный момент она является стратегически важной для наших вооруженных сил. Ну и, конечно, эта трасса Покровск-Константиновка, как формат под дальнейшее продвижение на Константиновку, а дальше развитие стратегических наступательных операций. То есть сейчас тактические задачи, захват высот, захват коммуникационных возможностей и как можно больше нанесения ущерба нашим войскам, дезорганизовать наши войска, возможно, привести к маневрам, то есть оставить одни населенные пункты, перейти к другим, переброска наших войск, те, которые имели опыт в одном направлении, в другом, для того, чтобы мы передислоцировали, там усилили или послабили позиции. То есть такой маневрный формат. Но самая главная ситуация – захватить эти позиции и с этих уже тактических позиций развивать стратегическое направление по захвату Донецкой области. Издание «Голос Израиля» получило подтверждение ликвидации главаря Хамас Мухаммеда Дефа, Хилель Битон-Розен его зовут. ВВС Израиля совместно с союзниками нанесли воздушный удар по объектам хуситов в Йемене. Кроме того, несколько складов оружия организации Хизбалла на юге Ливана попали под удар тоже. Видимо, в одном из этих ударов главаря Хамас и было ликвидировано. И это именно те редкие случаи, когда израильские вооруженные силы подтверждают удар и называют его ударом в ответ. Днем ранее беспилотник прилетел в Тель-Авив с территории Йемена. Он упал недалеко от посольства США. 1 человек погиб, 8 раненых. В Израиле заявили, что беспилотник был иранского производства. Одним из последствий израильских ударов можно назвать очереди на заправках в Йемене. Бензин резко стал дефицитным. Польская прокуратура расследует преступление против Павла Латушко. Речь идет о подстрекательстве к преступлению, вероятно, подготовка к убийству и деятельность иностранных спецслужб. Действительно, за последнее время количество угроз увеличилось. По неофициальным сведениям, которые я получал, в том числе из правоохранительных органов Польши, только с начала этого года было ликвидировано в отношении меня 2 угрозы. Их удалось предотвратить. Понятно, что я сейчас разговариваю с вами. Количество угроз в отношении членов демократических сил, активистов возросло. У нас постоянно за последний период наблюдались попытки со стороны сотрудников КГБ, как они представлялись, осуществлять подкуп, шантаж, угрозы, а также реальные репрессии в отношении близких родственников, которые проживают на территории Беларуси. То есть фактически используется метод заложников, когда они используют родных, матерей, отцов для того, чтобы оказывать давление на членов, например, нашей команды Народного антикризисного управления. Но не только. У нас были выборы в Координационный совет, представительный орган Демсил, то Лукашенко дал указание, и в течение 1 дня было возбуждено 257 уголовных дел в отношении всех участников выборов в Координационный совет. Он ранее публично, кстати, сказал, что уголовные дела, да, вы лишитесь все имущества, имущество всех лишили, но не забывайте, что у вас есть родственники. После нападения на соратника Навального Леонида Волкова у правоохранителей растут опасения за безопасность российских и белорусских оппозиционеров. Еще одна важная информация. На нашем канале «Нехта» вышел фильм о 30 годах узурпации власти. Приглашаем вас к просмотру по ссылке в первом комментарии к этому видео. Будет интересно. Как, за счет чего и кого Лукашенко удалось захватить и удержать власть? Захват власти неконституционным путем. Несмотря на народное негодование, предательство приближенных и постоянное давление извне. Украинские и проукраинские каналы с самого утра воскресенья подвергаются атакам взломщиков. Они публикуют одинаковую информацию о том, что якобы администраторы не могут больше молчать.
Это сообщение нам придется удалить, а некоторых из нас даже уволят или посадят, но мы не можем больше это терпеть. Мы живем в сложное время, когда противостояние уносит жизни, разрушает семьи и лишает будущего. Каждый новый день приносит нам новые испытания. Вместо того, чтобы строить и развивать наши страны, мы продолжаем воевать. Но подумайте на мгновение, что будет дальше? Будьте внимательны со своими аккаунтами, паролями и прочим. Специалисты Microsoft в отчете об угрозах за прошлый месяц писали об активизации российских хакеров в преддверии Олимпиады в Париже. Россия будет увеличивать продажи электроэнергии в Китай. На фоне митингов жителей южных регионов и отключения электроэнергии там и на оккупированных Россией территориях это выглядит как минимум странно. На самом деле, из-за в том числе санкций, которые введены против России, у России есть потребность получать больше денег, и эти деньги можно получить, продавая электроэнергию в тот же Китай. Но это означает, что вы эту энергию берете, которая могла бы пойти на внутренний рынок. Если где-то прибудет, значит где-то будет. Законы физики никто не отменял. Поэтому Россия готова жертвовать своим населением, Россия готова, видя, что нехватка электроэнергии существенна, все равно думать о том, как заработать, то есть продать в том числе электроэнергию за рубеж, и ее не волнует последствия, поскольку население не готово к каким-то радикальным действиям. Мы вам говорили о митингах в Краснодарском крае, в самом Краснодаре. Можно говорить о том, что Краснодарский край от Китая далеко, но тем не менее жители этой части России обращаются к Путину за помощью. Обращаемся к вам, как гаранту наших конституционных прав на личную безопасность и достойную жизнь. В период с 9 июля по 19 июля 2024 года мы стали заложниками непрофессионализма должностных лиц публичного акционерного общества «Россети», Ленинградские энергетические сети и филиала ЕСК «Электросеть», акционерного общества «Электросети Кубань», действия которых привели к многочисленным отключениям электроэнергии в наших домах единовременной продолжительностью свыше 8 часов. Мне остается напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео. И мы призываем вас не останавливаться на достигнутом. Также не останавливайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а у меня на этом все. До встречи, хороших вам новостей.